Друзья, снова всем привет и добро пожаловать на мой канал. Продолжаю свои прогулки по Стамбулу. Непосредственно сегодня находимся на острове Büyükada. Как и обещал, покажу вам отель, в котором я остановился. Во время прогулок прогулки вы можете также посмотреть по подсказкам и ссылкам в описании. Ну а я направляюсь в сторону отеля. Вот и он, в прошлом османский особняк. Нынче отель хорошо отреставрирован. Чистота внутри так себе, конечно, но на одну ночь остановиться и посмотреть и прочувствовать, как раньше жили османы, одно удовольствие. Данный отель стоил мне 650 лир за 24 часа. Ну что, мы заходим, осмотримся. Входная группа достаточно уютненькая, маленькая. Ну, что я хотел, это обычный дом. Но очень чисто и ухоженно. Вся фурнитура также по возможности сохранена и отреставрирована. Ну, я поднимаюсь на свой третий этаж. И попадаю в уютное лобби. На каждом этаже всего 2 номера. Между номерами небольшое лобби, можно выйти посидеть, поговорить, попить кофе, выйти также на балкон. Оконная фурнитура также сохранена. Обычное стекло, никакого пластика, только дерево. Вообще не люблю, когда исторически красивые здания уродуют пластиковой фурнитурой, пластиковыми окнами. А вот и приветственный кофеек от хозяйки, который я выпью на общественном балконе третьего этажа, с великолепным видом на азиатскую часть Стамбула и на жилую часть историческую острова Büyükada. Меня очень подкупило то, что все деревянные панели, все резные вставки, все сохранилось с османских времен, все очень хорошо отреставрировано. И посмотрите, внимание, на окна. Они открываются не как обычно, они открываются в американском стиле снизу вверх. Это тоже я покажу вам из номера. Но везде настоящий камень, сохранившийся за 123 года в прекрасном состоянии. Вот посмотрите, все резные балки, вся резная деревянная фурнитура, она также сохранилась с османских времен. Она очень хорошо отреставрирована. И находиться достаточно приятно. Ты просто погружаешься в османские времена и можешь почувствовать себя частью османской семьи. Ну а сейчас самое время посмотреть комнату. Да, действительно комнату, потому что номером это назвать вряд ли можно. Вы посмотрите на эти окна. В каждом османском особняке того времени всегда в любой спальне было несколько окон. Когда я первый раз зашел в номер, не обращая внимания на количество и стиль окон, сразу сложилось впечатление, что это комната для любовных утех, потому что преобладает очень много красного цвета. Но поговорив с хозяином, я узнал, что красный цвет это один из основных цветов в османской культуре. Белый, красный и черный. В целом мне номер правда очень понравился, очень атмосферно. Все резные карнизы, бумажные шторы, деревянные окна. Все выглядит достаточно уютно. А что касается чистоты, как я сказал в самом начале, она оставляет желать лучшего. Можно было бы немного лучше избавляться от пыли и волос, оставленных предыдущими гостями. Но самое главное, постельное белье было чистым. И я этим доволен. Я считаю, что для одних суток прекрасный вариант. А вот и оригинально сохранившаяся конструкция окна. Сначала поднимаем вверх, с двух сторон выдвигаем защелки, и все. Санузел сохранить не удалось, пришлось реконструировать. Было бы странно, не правда ли, оставить голые стены, покрашенные с середины до пола в коричневый либо голубой цвет, таз со щеткой и мылом и дырку вместо унитаза. Ну такое. Главной фишкой данного номера считаю балкон.
Балкон просто прекрасен. Можно представить, как в османские времена, 123 года назад, можно было бы заварить себе чашечку турецкого кофе, выйти утром с сигаретой, либо трубкой и на восходе солнца посидеть, помедитировать и подумать о планах на будущий день. Архитектура, если честно, просто поражает. Поражает сохранившийся камень, поражает сохранившееся дерево. Также резные вставки. Просто каждая деталь пропитана духом того времени. Интересный опыт. Поделитесь в комментариях, как вы считаете. Вещи сброшены, кофе выпито. Самое время направляться на прогулку по острову, которую вы также можете посмотреть на моем канале. Если вам видео понравилось, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Будет намного больше интересных видео о Стамбуле, о районах Стамбула. Ну а мы поехали дальше.